Приветствую вас, мои родные. В этом послании хочу передать для вас ясность, понимание концепта жалости, программы жалости, что это такое, почему мы ее ощущаем и почему жалость всегда сопровождает страх и наоборот. У меня здесь выписано так, чтобы немножко структурировать, чтобы вам донести все, что хочу донести. Я, конечно же, рассказываю вам обо всем, что для себя сама поняла, нигде не прочитала, нигде не услышала. Это не сухая теория, а в первую очередь прожитая ситуация через позицию человека. Такого обычного человека. Да? Поэтому расскажу вам на примере. Сегодня мне концепция жалости, само это ощущение открылось новой глубиной и, конечно же, новым уровнем осознания, сколько всего вмещает в себя жалость. Так вот, в каких моментах мы испытываем жалость к людям? Когда мы сравниваем себя с ними. И даже когда мы с вами уже начинаем понимать, что если мы раньше могли испытывать жалость к кому-то, то сейчас мы уже пытаемся разобраться, почему мы вообще чувствуем жалость к другим людям, если мы понимаем, что никаких других людей нет. Уже с этим пониманием. И на самом деле тут получается так. Как мне это пришло? Так, сейчас этот огроменный объем информации как-то структурирую. Пусть мне помогут мои заметки. Сегодняшний пример, он просто повторял ту же самую ситуацию, которую я проживала очень много раз и раньше. Я кушала в ресторане. Мне еду готовят, это балдеж. Я сижу чаек попиваю, вкусную еду кушаю, и все прекрасно. Но с вами же взаимодействуют, в сети обслуживания, в принципе, официанты, люди, работники, и у меня в этих ситуациях всегда появлялось это чувство жалости какой-то. Даже не осуждение, а жалости вперемешку с виной. Сейчас я могу наслаждаться едой, но когда я замечаю краем глаза, официанты все еще работают, бегают, у меня сразу внутри появляются эти мысли. А почему я достойна того, чтобы сейчас расслабленно сидеть и кушать, а эти люди вынуждены работать для того, чтобы заработать деньги, чтобы у них была возможность потом сидеть в ресторане тоже и так размеренно кушать. Постоянно эта мысль, действительно как обламывала мне вообще все наслаждение процессом. И это продолжалось до тех пор, пока я наконец-то не поняла, как раз сегодня это в достаточной глубине, скажем так, произошло, как быть в ситуациях, когда ты кушаешь, и ты хочешь спокойно расслабиться кушать, и не думать о том, что я тут царица такая сижу, кушаю, а кто-то бегает, напрягается, в общем. Как убрать эту мысль, которая постоянно, она не дает покоя. И все это произошло в понимании того, что все эти люди, которые обслуживают меня, но в этой ситуации, это и есть я. Вау! Вау! Неожиданная вообще новая информация, да? Сейчас я объясню вам, почему это действительно вау. Давайте с вами представим, абсолют, в котором есть все, который вмещает в себе весь спектр, все крайности, весь спектр, просто весь. Он хочет прожить опыт бездомного человека, или он хочет прожить опыт очень богатого человека. Возьмем в этом случае опыт с финансовой точки зрения человека, бедного человека. Как ему
прожить полностью яркий, вкусный опыт, вот такой вот прям качественный опыт, да, ощущение себя человеком, у которого недостаточно средств материальных, да. Здесь, в этой игре, в дуальности, мы проживаем через контрасты. Я это поняла, именно поняла, прям прочувствовала следующий уровень глубины вообще этого. Что значит жить в контрастах? Как бы я, Абсолют, смог вообще себя почувствовать нищим, да, в мире, где не было бы богатых людей, чтобы мне показывать разницу между нами. Как бы я смогла наслаждаться, да, кушая в ресторанах, тем, что мне так приятно от того, что для меня готовят еду, что мне ее приносят, да, что меня обслуживают с улыбкой. Мы говорим про Японию, да, с улыбкой, да, вежливо. Как бы этот опыт был возможен, если бы я сама для себя, как Абсолют, не создала всех этих людей, понимаете? Это люди не какие-то там люди. Да, с одной точки зрения, как бы, я центр своего мира, и все, что здесь живое, на самом деле в этой вселенной, это только я. Но я, это также и есть весь этот мир. Чтобы успокоить ум и чтобы помочь себе, как сознанию, как душе, да, играющей здесь, принять себя в любых крайностях. Вот это вот осознание того, что я и есть эти официанты, которые мне же приносят еду. Я и есть бездомные, смотря на которых я понимаю свое положение, в кого я сейчас играю, да. Я и есть эти богатые люди одновременно, на которых я тоже смотрю и относительно которых я тоже умом понимаю, какой конкретно опыт я сейчас проживаю. Итак, очень важный момент сейчас. Я уже упоминала о том, что так как мы с вами центр Вселенной, мы наблюдаем весь спектр от крайности к крайности своих же проявлений. И вот представьте, это как, знаете, вырезают из бумаги и вот так вот в гармошечку растягивают, да? Такая гармошечка получается. Ваше конкретное воплощение, вам в этом воплощении доступна абсолютно любая ваша версия. Версия, где у вас доход месячный $10 000. Версия, где у вас месячный доход, допустим, да, деньги, $10, если в долларах говорить. Это вот такая вот гармошка. Прямо сейчас есть в этом моменте перед высшим я, который смотрит на нее, на эту гармошечку. Вы, когда ваше сознание уже расширяется до определенного уровня, у вас уже появляется право выбирать, да, свою версию из всей этой гармошечки. Но очень важно делать выбор не из личности. Когда я выбираю из личности, это значит, что я пытаюсь выбросить то, что мне не угодно, и просто ухватиться всеми возможными способами за то, что я хочу получить. Вот это выбор из личности. Выбор из состояния Творца, из состояния «я», да? Когда есть осознание, что я — это все, и нет чего-то лучше или хуже, я есть это все. Это состояние спокойствия. Это состояние, когда
все сбалансировано. Вы не даете больше своей энергии в какую-то одну версию или в две. Например, если это пока что из ограниченного сознания, то вы неосознанно очень много энергии привязываете кто-то там бегает, к двум версиям своей личности, двум личностям, понимаете? Первая личность — это сейчас ваша, которая ваш ум так не устраивает, и вы с вашим умом соглашаетесь, что с тем, какой вы сейчас, что-то не так. Но это прям не идет. Вот не пойдет так. Это первая версия, куда вы направляете свое внимание, идет дисбаланс. Вы из всей этой гармошечки, да, когда энергия должна стелиться плавно по всей гармошечке, вы ее стягиваете именно вот в две версии, когда вы выбираете из личности. Да? Первая версия — это я, который сейчас, его нужно исправлять, да, он какой-то не такой. И вторая версия, соответственно, это именно та версия меня, да, которая для моего ума самая лучшая. Это обычно гиперболизация, там, миллиард на банковском счету, яхта. Да что еще там можно представить? У нас, понимаете, ум, он очень простой. Потому что, в принципе, все, что нам матрица, система показывает, оно все одно и то же. Поэтому у ума нет вот этого вот творческого начала. Он не в состоянии генерировать идеи. Генерирует идеи всегда только наше высшее Я. Все идеи всегда от высшего Я. Каждая идея божественна. Вот. А для ума, это я к чему говорю? К тому, что вы сами уже можете представить, да, вот эту гиперболизированную версию вашей личности. И у всех у нас все будет одно и то же. Деньги, машина, квартира, любовь, свобода. Но это все, понимаете, вот эта вот личность гиперболизированная, такая вот несбалансированная, да, в ней вот сразу берется все, что для ума сейчас у нас якобы этого нет. Ум же не умеет ценить. Ум не умеет видеть все, что у нас на самом деле сейчас есть в данном моменте, да. И он берет все, что как бы у нас сейчас нет, и он наоборот вот в эту личность вкладывает, что вот у этой личности все есть. Но понимаете, здесь такой момент, что ум не знает, что действительно может принести истинное счастье душе. Ум этого не знает. У него всегда есть в системе, особенно, да, когда вот он полностью закреплен пока что в этой старой системе, которая из нас все тянет, всегда у него есть галочки. Там семья, машина, работа, деньги. И это всегда одно и то же. Вот, поэтому вот этот вот такой вот примитивный набор характеристик, да, вот этой вот тоже несбалансированной личности второй версии. Видите, как через личность выглядит вся эта гармошка, на самом деле, которая, она никуда никогда не исчезала, она всегда здесь есть. Но мы страдаем, ну, точнее, ум страдает, эго страдает, да, личность, эго, человеческая личность страдает, потому что у нее внимание только на вот этих вот двух версиях. И она страдает, потому что вот ее не устраивает, что вот сейчас она такая, и у этой личности ничего нет. И она страдает, потому что она хочет эту личность, а эта личность сама по себе. Видите, в общем, да, какой дисбаланс, вот эта вот стяжка из всей этой гармошки именно вот в эти две версии. Вот. Это мы с вами сейчас обсудили, как все воспринимается из ограниченного пока что сознания, спящего сознания, из личности, из эго. А ум, да, ум тоже как бы на стороне эго, пока сознание спит, да, ум другого пока что просто не знает. Ум — это инструмент. Эго страдает, не ум. Ум — это то, что не может страдать. Ум — это механизм, это инструмент, который управляет тем, какие мысли мы в свое поле
ментальное впускаем, какие мысли у нас крутятся. Вот. М, Теперь с позиции уже Творца, с позиции принятия, что да, я любой, я могу быть любым. Теперь перед нами мы уже как бы сознание поднимается настолько близко, насколько возможно, к уровню высшего я, то есть, да, высшего разума. Разум именно в значении, что интеллект, тот, кто решает, тот, кто всю жизнь нашу прописывает на самом деле. Наше сознание уже на этом этапе так высоко, что оно уже не обращает внимания на то, что там эго вот отсюда кричит: ой, а мне это, а мне плохо, а я страдаю, а мне нужна именно такая личность, у которой есть все, чего нет якобы у меня, которая есть сейчас личность. Вот это вот, у которой ничего нет. Мне нужно быть такой, у которой есть все, чего нет у меня вот сейчас. Ну да. Вечная тема. И сейчас мы уже, да, с вами на этом уровне. Мы смотрим на эту гармошку. И вот здесь мы, как Творец, можем выбирать. Потому что мы не отдаем изначально свое предпочтение ничему. Мы выбираем, понимаете, не из нужды. Мы выбираем осознанно, но без вкладывание эмоций в это. Не через «вот, наконец-то я понял, что я могу выбирать, и все, я прямо сейчас выбираю там, более успешную версию. Ура, наконец-то я, вот дайте, наконец-то, все, я ж творец, я выбираю». Нет, вот это все еще как бы уровень эго. Это все еще уровень из нужды. Здесь нужда, здесь осознанный выбор из принятия. Здесь нет нужды, потому что у тебя уже все есть. У тебя уже все есть. Ты уже весь. Почему покой приходит? Потому что... Почему говорят о том, что нет смысла чего-то желать? Вот в буддизме к чему это вообще? Не нужно это тоже вот как бы доводить до какого-то искаженного понимания, что вот я вообще не имею права ничего желать, точнее, мне нельзя ничего желать, да, если я пробужденный. Это тоже как бы этап, да, через который мы все проходим. На самом деле отсутствие желаний — это просто о том, что у тебя нет желаний из нужды, у тебя есть желания, которые больше описываются не через слово «желание», а через слово «импульс». Желание — это когда ты вот как будто, знаете, вот ты тянешь, у тебя этого нет, я хочу. А импульс, как желание Творца, это направление фокуса внимания на конкретный желанный опыт. Вот. Но не из нужды, а из интереса. То есть абсолютно нет никакого метания между надобностью, между тем, чтобы быстрее вот это вот получить. Абсолютно не так. Потому что то самое желание, по которому вы сейчас здесь, в принципе, находитесь, да, ваша Вселенная сейчас создана, вот это самое желание Творца. Творец не желал из нужды, что вот мне прям срочно нужно создать такой мир, где там я в такой-то стране, да, у меня вот такая внешность, мне срочно нужно, я вот не могу без этого жить, я хочу вот все, создаю сейчас, прям сейчас создаю для себя. Конечно же, нет. У Творца через интерес Он создал вас. И теперь мы с вами возвращаемся к теме жалости. Жалость, да, я тут выписала два аспекта. Это страх, что, а я не хочу, чтобы у меня так было. Вот когда мы видим бездомных людей, самая частая ситуация, понятная всем, да, видим бездомного человека и сразу испытываем жалость. Или там видим, как у собачки травма какая-то, и сразу жалость. Это на самом деле одна и та же жалость. И всегда и там
только один простой страх. Я не хочу, чтобы у меня так было. Вот я вижу, что у кого-то так есть, не дай бог, у меня так будет. Вот этот вот страх, да, который сокрыт в этой жалости. И второй аспект — это то, что, в принципе, я уже сказала, мы с вами чувствуем, в принципе, жалость, когда мы наблюдаем наш мир, нашу Вселенную из личности. Творец еще спит, и он не видит эту полностью всю гармошку. Он видит только вот личность, через которую он играет, что вот личность где-то здесь, а человек, допустим, человек, к которому испытывается жалость, он где-то вот здесь на гармошке. Есть расстояние, и как бы я, спящий пока что творец, с очень ограниченного ракурса смотрю вот только отсюда. Не отсюда сверху, что я сразу все, да, а вот только отсюда, что я такой-то, такой-то, а вот кто-то, который не я, он другой. И мне это не нравится, мне это страшно, сразу идет сравнение. То есть жалость возможно только, когда мы с вами все еще из личности воспринимаем все. Вот. Что еще? Да, еще тоже пришло именно, когда села и начала записывать, да, моменты, что то, что еще связано с жалостью, это, конечно же, гордыня. А гордыня у нас всегда связана она со сравнением. Все друг с другом связано. Про вот эту вот иллюзию разделения. Почему я выписала гордыню? Потому что я это тоже заметила в себе, именно когда проживала этот опыт по полной. С позиции, что я здесь сижу, да, пью чаек, у меня все готово, еда на столе передо мной в ресторане, а вот они там бегают, бедненькие бегают, работают официанты. Замечали за собой такое? Замечали вообще такую мысль «я лучше»? Тут ребенок проскакал, аж камера дрогнула. Вот. Замечали? Жалость и гордыня. Два конца одного и того же. Понимаете, какое здесь ограниченное видение идет? Гармошечки всей этой на самом деле. И вот я уже упоминала, что, да, ключ для творцов, которые уже действительно смотрят с позиции творца. Ключ к этому — это понимание, что у вас есть выбор не из нужды, свое внимание направить на ту версию себя, которая действительно в данный момент здесь существует. Опять же, не отдавая ей предпочтение из нужды, не делая ее лучше, а просто воспринимая ее как то, что у меня есть. Я есть такой, я есть другой. И я в покое. То есть вот это может быть такая иллюзорная радость от осознания, что, блин, так я ж и миллионер сейчас, да, получается, да? И сразу может быть немножко сбивающая здесь радость, которая идет на самом деле от эго, что, блин, я ж миллионер, тогда давай быстрее мне, чтобы я стал миллионером. Опять же, очень важно, по сути, вы, когда к тому моменту, когда уже начинаете смотреть на всю эту гармошку, да, с высшей позиции, вы уже знаете, как собой владеть. Вы уже знаете, как контролировать себя. Контролировать через осознание, что так, вот здесь я подумал, да, из личности. Значит, сейчас я не буду желать, да, находясь в таком состоянии нужды. Я подожду, условно, подожду,
переключусь на Творца, напомню себе, что все это бред, что все это вообще иллюзия. Вот. И буду желать не то чтобы из нужды, да, а буду желать, потому что мне теперь то интересно, другое теперь интересно. Вот так я буду желать, вот так я буду выбирать, теперь играть другую версию себя. Вот. Это инструмент Творца. Когда он видит всю эту гармошку, когда он ее действительно видит, когда он действительно ее ощущает. Потому что когда сознание еще не готово, оно следует за эго, которое всегда сразу такое: ну если я, да, миллионер, то все. Сейчас все сразу исправится, все станет лучше, я стану лучше. Опять же, какое лучше? Нет никакого лучше, хуже. Это все определение ума. Это слова придумал ум, да, а эго как бы согласилось. Оно как бы чувствует, что есть достойный, есть недостойный. Вот, поэтому это я просто вам постоянно по кругу об одном и том же. У меня внезапно выключился телефон, потому что разрядился. Я вам информацию даю по кругу. То есть я ее кручу, да, чтобы у вас это не в уме укладывалось, а чтобы через сердце ваше чувствование углублялось, чтобы какие-то кусочки, чтобы пазлы как бы вставлялись. Такое прекрасное послание получилось, дорогие. Благодарю за ваше присутствие вместе со мной. И когда ваше сердце нуждается в новом направлении, я здесь. Передаю вам свет, замечательные души. Вам донести все, что хочу донести. О, так классно. Бюджетный вариант, как бывает, для освещения лица. Умно, гениально. Япония — это такая доброжелательная страна. Вот. Тут люди ходят, много гуляют, парк такой. И фон интересный. Тут малыш так с интересом чуть ли не подошел вплотную. Забавно. Ой, тут детсадовцы, вообще орава целая. Микрофончик мне в помощь. Прошествие детишек спустя я поняла, что это не скоро закончится, поэтому тут просто уже будет темно, да, когда это закончится, когда перестану здесь играть вокруг меня, поэтому продолжаем. Микрофончик, благодарю тебя, что меня все еще слышно, даже под аккомпанемент. Вот так через ассоциацию идет. Представьте, что ваше воплощение. Окей, челлендж. Это мой личный челлендж. Ваше конкретное воплощение, а эта личность сама по себе, меня пытаются перекричать. Или это я их пытаюсь изначально перекричать. Ладно. Шпионят за мной дети, капец, через преграду. Да. И теперь мы с вами возвращаемся